В 1860-х годах европейские инженеры, строившие Суэцкий канал, привезли рабочих в Ливан, чтобы попытаться разобрать древнюю каменную кладку для своих нужд. Они подвели под один из монолитных блоков 100 человек, закрепили мощные канаты и дали команду тянуть. Но камень даже не дрогнул. Вес этого прямоугольного монолита составлял ровно 800 тонн. И он был уложен с такой хирургической точностью, что между ним и соседним блоком невозможно просунуть даже лезвие ножа. Инженеры XIX века не смогли объяснить, какими механизмами пользовались строители прошлого. И самое интересное заключается в том, что инженеры XXI века тоже не имеют точного ответа. Это видео не сборник мистических легенд и не пересказ популярных мифов о потерянных цивилизациях. Мы будем говорить исключительно на языке физики, сухого веса, инженерных расчетов и строгих археологических данных, рассматривая объекты, чья масса и геометрия прямо противоречат устоявшимся представлениям о технологиях прошлого. То, что вы сейчас увидите, доказывает одну неудобную вещь. Мы фундаментально ошибаемся, когда воспринимаем технологический прогресс человечества как прямую, непрерывную линию от примитивного к сложному. Давайте посмотрим на факты, которые задокументированы наукой, но до сих пор ею не объяснены. Находка первая. Баальбек, фундамент которого не должно быть. Начинаем с Ливана, где на высоте более 1100 метров над уровнем моря лежат массивные руины античного комплекса Баальбек. Классическая история утверждает, что римляне строили здесь свои монументальные храмы в I веке до нашей эры, возводя их для утверждения имперского могущества на восточных рубежах. Однако свои колонны и портики они ставили на фундаменте, возраст и происхождение которого вызывают серьезные вопросы у современных специалистов по механике грунтов. Основа этого фундамента, так называемый трилитон, состоит из 3 мегалитических блоков весом по 800 тонн каждый, которые каким-то образом были подняты и точно установлены на высоте 7 метров над землей. Главное противоречие заключается в том, что эти колоссальные массы покоятся на камнях значительно меньшего размера, образуя конструкцию, которая с точки зрения современной строительной физики требует использования тяжелых стальных кранов. Углубимся в физические и метрические свидетельства этого архитектурного парадокса. Исследователи установили, что блоки были вырублены в каменном карьере, расположенном на расстоянии почти 1 километра от строительной площадки. В том самом карьере до сих пор лежит так называемый камень беременной женщины, монолит, вес которого специалисты из Германского археологического института измерили и официально оценили в 1200 тонн. Это самый большой, когда-либо оттесанный человеческими руками камень на планете, чья длина превышает 20 метров. Чтобы просто оторвать объект такого веса от Земли сегодня, потребовалась бы синхронная работа сразу нескольких мощных промышленных кранов, которые применяются при монтаже ядерных реакторов. Но проблема усложняется не только астрономическим весом этих монолитов, но и самой логистикой их перемещения. Чтобы доставить блоки из карьера к месту укладки, древним строителям было необходимо преодолеть неровный каменистый ландшафт и маневрировать на крайне ограниченном пространстве. Если допустить классическую версию транспортировки на деревянных катках, то стволы деревьев любой прочности неизбежно превратились бы в щепки под прямым давлением в 800 тонн сплошной породы. Более того, после этой невозможной переправы гигантские блоки уложили фундамент настолько плотно, что между их стыками до сих пор не проходит тонкий лист бумаги. Достичь подобного идеального сцепления вслепую, без возможности многократно поднимать и опускать монолит современным краном для точной примерки,
Задача, не имеющая рационального объяснения в рамках ручного труда. Официальная историография относит весь комплекс к эпохе Римской империи, предполагая, что местные архитекторы просто решили превзойти все известные до этого стандарты монументального строительства. Однако эта версия откровенно рушится при детальном инженерном анализе. Римская строительная мысль, при всем ее неоспоримом величии, оперировала блоками весом максимум в 50 или 100 тонн, используя деревянные лебедки и систему полиспастов. Перемещение монолитов весом более 800 тонн по пересеченной местности абсолютно выходит за пределы задокументированных технологических возможностей античного мира. И римляне больше нигде, даже в самой столице своей империи, не повторяли подобных масштабов. Фундамент Баальбека выглядит как уцелевший фрагмент совершенно иной инженерной парадигмы, поверх которого более поздняя культура аккуратно выстроила свои изящные колонны. Инженерный вопрос о том, кто именно и с помощью каких тяговых механизмов уложил эти камни в стену, остается открытым в академической среде до сих пор. Находка вторая. Пума-Пунку – конструктор машинной точности. Перенесемся в Боливию, на суровое Андское плато, расположенное на высоте 3800 метров над уровнем моря, где разреженный воздух затрудняет любое длительное физическое усилие. Здесь лежат руины Пума-Пунку, древнего комплекса, состоящего из массивных H-образных блоков, филигранно вырезанных из твердой породы. Вес самых крупных каменных элементов достигает 130 тонн, и они разбросаны по территории так, словно некая колоссальная сила разметала их в одно мгновение. Однако самое странное здесь не столько огромная масса, сколько абсолютно прямые пазы, острые внутренние углы и просверленные отверстия, которые полностью соответствуют допускам современного машиностроения. Главное противоречие возникает в тот момент, когда вы смотрите на идеально ровную плоскость и понимаете, что историки не находят в этом регионе следов никаких инструментов сложнее медных зубил и круглых каменных молотков. Физические свидетельства на этом высокогорном плато заставляют полностью пересмотреть привычные концепции ручного труда в древнем мире. Материалом для этих блоков послужил андезит. Это одна из самых твердых вулканических пород на планете, уступающая по плотности лишь немногим минералам, а ближайший карьер, где добывался этот камень, находится на расстоянии 10 километров от строительной площадки. Блоки выточены с таким точным расчетом, чтобы безупречно входить друг в друга, соединяясь словно детали сложного инженерного конструктора без использования какого-либо скрепляющего раствора. Когда современные специалисты по камнеобработке анализируют эти стыки и углубления, они констатируют: для получения подобных ровных внутренних углов сегодня потребовались бы станки с алмазными фрезами. Геологи Артур Познанский и Нейл Стетт потратили десятилетия на изучение этих гладких срезов и пришли к выводу, что достичь подобной стандартизации элементов методами простой шлифовки песком и водой физически невозможно. Особый интерес инженеров вызывают узкие глухие отверстия и фигурные пазы, вырезанные на поверхности блоков для установки металлических стяжек. Исследования подтвердили, что в эти выемки заливался расплавленный сплав на основе меди, мышьяка и никеля, который после остывания намертво скреплял каменные детали между собой. Чтобы расплавить такой сложный металл на высоте почти 4000 метров, где критически не хватает кислорода для поддержания необходимой температуры горения, строителям требовались мощные печи с принудительным наддувом воздуха. Однако археологи не нашли на всей территории высокогорного комплекса ни единого фрагмента подобных плавильных установок или производственного шлака. Создать десятки абсолютно идентичных геометрических форм сложного профиля и соединить их горячим металлом, не оставив следов самой технологии производства, остается неразрешимой загадкой для современного материаловедения.
С точки зрения официальной археологии, этот комплекс был возведен индейскими культурами примерно в 600 году нашей эры. Однако вышеупомянутые Артур Познанский и Нейл Стетт предложили совершенно иную датировку, основанную на детальном астрономическом выравнивании главного храмового фундамента относительно звездного неба. Их строгие расчеты смещают время закладки основания на 15 тысяч лет назад, в эпоху, когда, согласно академической науке, люди только осваивали примитивные орудия труда. Эта дискуссия в научной среде не закрыта до сих пор, поскольку ни одна из спорящих сторон не может предоставить исчерпывающего объяснения того, кто именно оставил эти чертежи в камне. Как можно спроектировать и массово произвести сотни стандартизированных каменных деталей, если у вашей цивилизации нет даже концепции колеса или стального инструмента? Если смотришь этот канал впервые, подпишись, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы разбираем только задокументированные факты, без теорий о пришельцах и без сенсационности. Идем дальше. Находка третья. Нан-Мадол. Базальтовый город в океане. Теперь отправимся в Микронезию, где посреди открытого океана расположен Нан-Мадол. Город, состоящий из 92 искусственных насыпей. Этот масштабный архитектурный комплекс построен прямо на коралловом рифе из гигантских базальтовых столбов, вес которых варьируется от 25 до 50 тонн каждый. Общая масса перемещенного камня превышает 250 миллионов тонн, что делает этот проект сопоставимым по объему затраченного труда с великими египетскими пирамидами. Главная странность этого места заключается в абсолютном отсутствии инфраструктуры для подобного тяжелого строительства. Местные острова просто не имеют ни подходящих сухопутных дорог, ни сырьевой базы, чтобы объяснить логистику такого циклопического предприятия. Чтобы в полной мере понять масштаб инженерной проблемы, достаточно проследить путь происхождения строительного материала. Базальтовые колонны естественного происхождения были аккуратно добыты на другом острове, расположенном на расстоянии 80 километров от места возведения Нан-Мадола. У коренных жителей этого Тихоокеанского региона никогда не было кораблей, грузовых барж или подъемного оборудования, которые могли бы выдержать вес 50-тонного каменного бревна в неспокойных океанских водах. Группа японских ученых провела масштабное профильное исследование этой территории, пытаясь найти сугубо рациональное объяснение процесса транспортировки, проверяя гипотезы с плотами и подводным волочением блоков. По итогам экспедиции исследователи официально признали, что в рамках известных нам технологий того времени доставить эти базальтовые массивы через открытый океан не представляется возможным. Дальнейший этап строительства представляет собой не меньшую инженерную головоломку, чем сама транспортировка материалов. Доставленные к месту возведения многотонные каменные столбы укладывались прямо на затопленное коралловое дно методом, напоминающим сборку деревянного сруба, но без использования какого-либо цементного раствора. Эта массивная конструкция должна была ежедневно выдерживать разрушительное воздействие соленой воды, постоянных приливов и регулярных тропических тайфунов. Современные гидрологи констатируют, что укладка базальта перекрестными рядами создала уникальную систему амортизации, которая успешно гасит кинетическую энергию океанских волн на протяжении многих веков. Однако остается совершенно неясным, как именно древние мастера смогли произвести столь точные расчеты сопротивления материалов и поднимать 50-тонные колонны на высоту до 15 метров, работая буквально посреди бушующего рифа. Местные предания и легенды утверждают, что строители этого каменного лабиринта обладали особыми знаниями, заставлявшими тяжелые базальтовые глыбы лететь по воздуху до нужного места. Официальная наука, естественно, не рассматривает подобные мифы как доказательства, но взамен предлагает версии,
которые тоже едва ли выдерживают строгую проверку законами гидродинамики и физики. Допущение о том, что сотни тысяч тонн плотной вулканической породы были перевезены на хрупких деревянных каноэ, требует слишком много слепой веры в идеальную погоду и выносливость мореплавателей. Океан не прощает ошибок с балансировкой груза, а малейший перекос многотонного столба неминуемо отправил бы любую связку лодок на дно вместе с экипажем. Ответа на вопрос, как именно древние инженеры спланировали и реализовали этот морской логистический кошмар, до сих пор не существует. Мы привыкли смотреть на древние руины с чувством легкого снисхождения, будучи абсолютно уверенными в том, что наше современное поколение находится на самой вершине технологической эволюции. Но когда мы сталкиваемся с камнями, которые прямо игнорируют наши представления о гравитации и логистике, эта непоколебимая уверенность дает трещину. Доказательства, разбросанные по миру, заставляют допустить, что время — это не прямая и понятная дорога из прошлого в будущее, а сложный процесс, в котором целые массивы знаний могли быть безвозвратно утеряны. Как думаешь, можно ли случайно, опираясь лишь на метод проб и ошибок, спроектировать мегалитический город прямо на океанских волнах? Напиши свое мнение в комментариях. Находка 4. Храм Кайлаша. Архитектура наоборот. Перемещаемся в Индию, где в знаменитом комплексе пещер Эллора находится храм Кайлаша, сооружение, которое заставляет профессиональных архитекторов полностью переосмыслить методы древнего строительства. Это не здание в привычном понимании. Его не строили, складывая камень за камнем от фундамента к крыше. Весь этот колоссальный комплекс был филигранно вырублен из единой монолитной скалы базальтовой породы, начиная с самой вершины холма и постепенно опускаясь вниз. Его высота достигает 30 метров, а общая площадь архитектурного ансамбля в 2 раза превышает размеры знаменитого Афинского Парфенона. Главная инженерная проблема здесь кроется в самом процессе. При такой технике работы строители не имели права даже на малейшую ошибку. Если бы каменотес случайно отколол большой кусок скалы на уровне будущей колонны или скульптуры, исправить этот дефект было бы уже физически невозможно. Пришлось бы бросать проект или начинать заново на другой скале. Размах произведенных здесь земляных работ поражает воображение даже инженеров современных горнодобывающих предприятий. Чтобы освободить этот шедевр из каменного плена, рабочим пришлось извлечь и вывести со строительной площадки около 400 тысяч тонн твердой вулканической породы. И это была не просто грубая выемка грунта. По мере углубления мастера оставляли каменные перемычки, которые затем превращались в изящные многоуровневые галереи, тонкие мосты и скульптуры слонов в натуральную величину. При этом археологи до сих пор не нашли на территории Индии ни одного чертежа, ни одной глиняной таблички или плана, которые описывали бы проект этого колоссального монолита до начала работ. Как можно координировать действия тысяч камнерезов, работающих на разных ярусах скалы одновременно, чтобы в итоге их туннели и залы идеально сошлись в пространстве с точностью до миллиметра? Загадка. Проблема усложняется не только ювелирным вырезанием сложных архитектурных форм, но и логистикой удаления колоссальных объемов отработанного камня. Извлеченные 400 тысяч тонн базальта эквивалентны весу тысячи полностью загруженных пассажирских самолетов Boeing 747. И всю эту массу требовалось раздробить, поднять из глубоких котлованов и вывести за пределы комплекса. Поскольку работы велись в монолите строго сверху вниз, рабочее пространство с каждым метром непрерывно сужалось, что полностью исключало использование крупных тягловых животных.
Параллельно с выемкой грунта инженерам приходилось вслепую рассчитывать распределение несущих нагрузок горного массива, чтобы тяжелые каменные своды нижних ярусов не обрушились на головы рабочих. Решить подобные задачи сопротивления материалов без применения современного аппарата высшей математики – это вызов, перед которым сегодня остановилось бы большинство профильных проектных институтов. Официальная историография относит создание храма Кайлаша к VIII веку нашей эры, в период правления династии Раштракутов. Предполагается, что на реализацию этого грандиозного, амбициозного проекта ушли многие десятилетия ручного труда с использованием простых стальных зубил и молотков. Однако известный индийский археолог Мадхукар Кешав Дхавеликар, посвятивший изучению комплекса долгие годы, прямо заявил: уровень пространственной точности и масштаб выполненных работ до сих пор не объяснен имеющимися у нас данными о технологиях того времени. Это не просто вопрос времени и количества рабочих рук. Это вопрос сложнейшего трехмерного планирования в уме, где конечный результат должен быть математически идеальным еще до того, как сделан первый удар киркой по камню. Чей именно инженерный гений руководил этим беспрецедентным вычитанием материи? Находка 5. Лалибела. Церкви в вулканическом камне. В высокогорьях Эфиопии находится комплекс Лалибела, состоящий из 11 монументальных церквей, которые скрывают в себе схожую инженерную аномалию. Как и храм Кайлаша, эти святыни не возводились традиционным способом, а были целиком и полностью вырублены в плотной массе вулканического туфа, каждая из отдельного неразрывного блока Красной скалы. Самая известная из них — церковь Бета-Георгис, имеющая форму идеального симметричного креста, чей плоский свод находится на уровне земли, а основание уходит в прямоугольный вырубленный котлован на глубину 12 метров. Необъяснимый аспект этого памятника кроется в его безукоризненной геометрии. Отвесные внешние стены, прямые углы и тончайшая резьба по камню были выполнены с невероятной точностью. И все это было реализовано в условиях полного отсутствия крепких металлических инструментов в ту эпоху, если опираться на официальные данные историков о технологическом развитии средневековой Африки. Для создания подобной архитектуры требуется не только колоссальная физическая сила, но и безупречное понимание геологической структуры конкретной скалы. Мастера должны были заранее предвидеть наличие скрытых трещин и пустот внутри вулканического массива, чтобы не допустить обрушения несущих стен в процессе выемки породы. Каждая из 11 церквей Лалибелы соединена с остальными сложной системой подземных переходов, дренажных каналов и катакомб, что требует наличия единого, заранее продуманного генерального плана всего комплекса. При высечении внутренних залов рабочим приходилось прорубать окна и двери сквозь метры сплошного камня, соблюдая строгие пропорции и толщину стен, чтобы огромная масса крыши не раздавила пустое пространство внутри. Отдельного внимания современных специалистов заслуживает сложнейшая гидротехническая система, интегрированная прямо в скальный массив. Поскольку все эти величественные сооружения находятся в глубоких котлованах ниже уровня поверхности, в сезон проливных африканских дождей они должны были неминуемо превратиться в гигантские затопленные резервуары. Чтобы предотвратить разрушение камня, древние планировщики с математической точностью вырезали в породе протяженную сеть водоотводных траншей, которая безупречно защищает фундаменты от затопления даже спустя 8 веков после завершения работ. Более того, при выемке внутренних помещений мастерам приходилось долбить монолит в почти полной темноте, создавая акустически выверенные залы без использования сильно дымящих масляных факелов, копоть от которых не была обнаружена исследователями на сводах. Достичь такого уровня контроля над климатом и водоотведением
исключительно с помощью ручного инструмента, не имея права на малейшую ошибку в расчетах уклона, задача, граничащая с невозможным. Официальная наука датирует этот поразительный комплекс XI или XIII веком нашей эры и приписывает его создание царю Лалибеле. Местная религиозная традиция эфиопских христиан настаивает на том, что эти храмы были построены всего за 24 года и что царю по ночам помогали невидимые ангелы. Архитекторы и инженеры современности, отбросив метафоры, пытаются найти строгое технологическое обоснование такого скоростного и точного вырубания скал. Однако убедительного архитектурного объяснения тому, как мастера с помощью примитивных кирок смогли создать эти геометрические идеальные формы, до сих пор не дано. Мы видим результат колоссального труда, но у нас нет понимания механизмов и инструментов, которые сделали этот результат физически возможным. Находка 6. Саксайуаман. Стена, сложенная дьяволом. Мы завершаем наше путешествие в перуанских Андах, где над древним городом Куско возвышается колоссальный зигзагообразный комплекс Саксайуаман. Это сооружение представляет собой 3 яруса стен, сложенных из гигантских каменных монолитов неправильной формы. Вес отдельных блоков в этой кладке варьируется от 100 до 200 тонн, но их массивность меркнет перед невероятным качеством сборки. Эти многотонные глыбы сложной полигональной формы подогнаны друг к другу абсолютно всухую, без использования какого-либо цементного или известкового раствора. Главная загадка Саксайуамана заключается в том, что между этими изломанными гранями огромных камней невозможно найти зазор. Они сопрягаются настолько плотно, что конструкция выдерживает мощное землетрясение на протяжении многих столетий. Когда испанские конкистадоры впервые увидели эти стены в 1534 году, они в ужасе написали в своих официальных отчетах: «Сделано дьяволами, а не людьми». Анализ методов этой полигональной кладки заставляет инженеров признать полное бессилие перед логикой древних мастеров. Каждый блок имеет свою уникальную форму, насчитывая от 4 до 12 углов. И каждый следующий камень должен был быть идеально вырезан в соответствии с изгибами своего соседа. Сегодня, чтобы добиться подобного сцепления 200-тонных глыб, нам пришлось бы многократно поднимать и опускать камень краном, миллиметр за миллиметром, стачивая лишнюю породу. Для инков, у которых, как утверждает официальная наука, не было ни железных инструментов, ни тяговых животных, ни колеса, метод проб и ошибок был физически недоступен. Они просто не могли поднимать и опускать 200-тонный валун сотни раз. Как можно с первой попытки обтесать гигантский блок диорита так, чтобы его сложные грани безупречно совпали с неровностями уже установленного в стену камня? Дополнительный слой сложности кроется в самом архитектурном замысле этой полигональной конструкции, которая функционирует как сложнейший антисейсмический механизм. Древние инженеры не просто складывали камни друг на друга. Они намеренно наклоняли несущие стены внутрь под строгим углом и создавали скрытую систему внутренних замков, где каждый многотонный блок структурно удерживает соседнее от смещения. При сильных подземных толчках, которые регулярно разрушают современные бетонные здания в Перу, эта кладка способна поглощать разрушительную кинетическую энергию, позволяя монолитам слегка сдвигаться и затем плавно возвращаться точно на свое исходное место. Рассчитать подобную математическую модель распределения массы и векторов напряжения для десятков тысяч уникальных несимметричных многогранников – задача, требующая глубоких познаний в механике твердого тела. Наличие столь фундаментальных инженерных знаний у культуры
которая, согласно учебникам истории, не имела даже простейшей письменности для фиксации базовых чертежей, ставит академическую науку в абсолютный тупик. Официальная академическая версия гласит, что Саксайоман был построен инками за срок от 50 до 70 лет, незадолго до прихода испанцев. Но суровые инженерные расчеты полностью разбивают эту хронологию о скалу демографии. Чтобы вырубить, доставить из карьеров и идеально установить такое колоссальное количество камня за этот исторический период, потребовалась бы армия от 20 до 30 тысяч человек, работающих непрерывно день и ночь без выходных. При этом все население города Куско того времени составляло около 100 тысяч человек, включая стариков, женщин и детей. Экономика инков просто не смогла бы прокормить такую гигантскую армию строителей, оторванных от сельскохозяйственных работ на долгие десятилетия. Мы стоим перед фактом существования стены, на возведение которой у создателей просто не было ни достаточного времени, ни человеческих ресурсов. Объединяющей нитью для всех этих колоссальных сооружений, от ливанских фундаментов до андских мегалитов, служит полное пренебрежение законами примитивной механики. Мы разобрали не мифы, а конкретные тонны, километры и логистические тупики, которые не могут разрешить современные краны и математические модели. Эти объекты доказывают, что в определенные периоды истории на планете присутствовал инженерный гений, оперировавший принципами, которые мы до сих пор не смогли ни заново открыть, ни полностью осознать. Это не просто вопрос физической силы. Это свидетельство совершенно иного понимания материи и пространства. Мы воспитаны на идее, что человеческий прогресс — это всегда движение вперед, что каждая новая эпоха умнее и технологичнее предыдущей. Но эти холодные, тяжелые факты, высеченные в базальте и андезите, требуют от нас признать более сложную и неудобную картину мироустройства. Знания могут быть масштабными и точными, а затем исчезнуть бесследно, не оставив после себя ни чертежей, ни инструментов. Лишь немые каменные свидетельства своего могущества. Цивилизация — это незащищенный от потерь механизм. Это хрупкое состояние, способное обнулиться и заставить потомков заново изобретать медное зубило на руинах грандиозного прошлого. В Ливане, на пыльном плато, до сих пор лежит 1200-тонный камень беременной женщины, намертво вросший в основание древнего карьера. Он лежит там сегодня, прямо в этот момент, слишком тяжелый, чтобы мы могли его сдвинуть, и слишком реальный, чтобы мы могли его проигнорировать. Какой из этих памятников потерянной инженерии вы бы хотели увидеть своими глазами, чтобы попытаться разгадать его устройство? Напишите об этом в комментариях.